Ну что, ребятки, кто присоединяется к нашему сегодняшнему раскладу, приветствую, но далеко не всех, а лишь осознанных. Напишите, пожалуйста, что по качеству видео и звука. Сегодня у нас расклад весьма интересный, будет забавный, ибо играться хорошо, но до поры до времени. И надеюсь, виновники торжества уже к нам присоединились, в честь которых я посвящаю данный ролик. Итак, ребят, прежде чем я начну, хочу вам сказать, что в моем сообществе и на основной странице, на главной своего канала, я опубликовала ссылку на свой второй канал, где у меня одна любятинка и бумеранги. Там буквально экспресс-раскладами по несколько минут. Ну вот, что показываю, то и смотрим. Присоединяйтесь, знаю, многие просто в свое время просили, вот нужна любятина. Вот любятина присутствует. Всем доброго вечера. Сейчас я музыку сделаю потише. Чтобы было совершенно комфортно. Итак, ребят, это пока по первым новостям. Опять же таки, на Имболк все актуально. Кто желает приобрести оракул, пишите. Кто желает на курсы по обучению погостного ремесла, также пишите. Сегодня мы будем рассматривать двоих людей. Специфических. Личностей, давайте скажем так. Но об этом немножечко позже. На своем оракуле магического блока я хочу посмотреть, что после вчерашнего вечера вернулось двум особям. Так как они очень активно работали, об этом тоже немножечко позднее будет говорилка. И будет анонс кое-чего, ввиду того, что вскрылось, ввиду того, какие именно рыбы подохли в далеко не ясном аквариуме, далеко не с чистой водой. Итак, загадывайте своих персон. Посмотрим общим раскладиком. Пока вы настраиваетесь, я сейчас подготовлю оракул. Так как лично в моем случае эти две персоны, ну, мне хочется чисто вот для них такое ПДД сделать. Уж в оракуле из 170 карт. Посмотреть, что о них покажут. Расклад, как говорится, special for you. Тарам-пам-парам-пам-пам-пам. Итак, смотрим первого человека.
Человек с помощью своей крови в ритуалике пытался отсечь ваши силы и энергии, либо помогал это делать вот этому человеку. Вот это вернулось обратно. А второй персонаж у нас, хотел бы за счет вас духовного прозрения получить. Здесь человек, который очень завидует тому, насколько вы наполнены, насколько вы счастливы. Либо же пытается, глядя на вас, достичь этого состояния. А теперь внимание. Одна ставит перед собой как щит вторую. Благодаря этому у другой пошел перекос судьбы. Ну, хотя и первой тоже неплохо таки достается. Это что касается магического блока. Вот этому человеку, а прозрение это идет. Ну, дойдет или нет, это уже дело 10-е. Вот так вот. Не хочу я здесь слишком заострять внимание на магическом блоке. Хотя это-то духовного прозрения хочет, но инкубов отправляла в вашу сторону. А это хотела за счет вашей энергии исцелить свою любовь. Вот это думает, что вы сделали ей какую-то магию на то, чтобы она не смогла встретить своего мужчину. Мужчины приходят, пользуются и уходят. Пользуются и уходят. Уж как говорится, 36, у тебя все не впереди далеко. Хотя, возможно. А замуж никто не берет, да? Так никто и не взял. Беда и огорчение. И как же, вместо того, чтобы проработать себя, понять, в чем же ты, косорылая, нужно обвинить кого-то. А потому что выпирает злобушка, выпирает зависть, и потому что тебе начали возвращаться все твои поганые вещи, которые ты творила. Будем сейчас смотреть по частям. Одну, вторую параллельно. Интуиции, чувства отключены. Предзнаменование зла ты уже получала. По эмоционалочке бьют тебя. Очень сильно бьют. Влезла к очень темным товарищам. А на публику я чиста и добродетельна. Я с вами пообщаться, говорит, хочу, поработать в выгодных сотрудничествах. Вот за это тебе и прилетело. Резко, неожиданным событием. Спокойствие твое нарушено за то, что у тебя зашкал самомнения и эгоизма идет. Едем дальше. Смотрим этот ряд. У человека присутствует некое раскаяние, самоуничижением занимаемся и некое положение жертвы. Но амбиции это все перекрывают. Прислушивается человек к себе. Хотелось бы набрать оборотов в духовной силе, либо же мнить себя уже в данной стези раскрученным. Это, в принципе, не суть важно. Цикличность, повторяемость
определенных явлений в жизни. И нет, чтобы человеку сделать выводы, а кто же в твоем окружении так влияет, а что же ты делаешь одно и то же, из-за чего тебе снова и снова приходится проходить один и тот же урок. Ну зачем? Ведь, от жадности человек далеко не ушел. Ненасытное желание материальных благ присутствует. Письмо, документы. Видимо, ожидали послания. Да, послание человек ожидал от вас, что вы как-то проявитесь, и вас выдаст ваша зависть изнутри. Ведь этому человеку о вас, вот этот человек, годами на уши навешивал кучища дерьма. А у этого человека, не хватает, видимо, мудрости, чтобы сопоставить, что к чему по отношению к вам. И здесь человек мог бы работать с темными со светлыми, работа с темными со светлыми. Да, покой, погружение в себя тут что-то у человека. А насчет расстановки приоритетов в своей жизни. Как бы реализовать себя? Реализовала. Власть над другими людьми, луч света. И на это все совы, ментальные балласты. Как говорится, все мы любим верить в чудеса. Кто ж нам запретит, не так ли? Идем дальше. Заметь, милочка, вот здесь ты никем не вышла. Она хотя бы реализовывает себя. Итак, комментарии, ребят, я буду читать после. Сейчас мне надо посмотреть информацию. По какой причине у вас вражда? Это ведьмачит на вас, меченая. За счет ваших знаний, за счет своего ведьмовства. Хочу, чтобы мои планы осуществлялись. Здесь человек за счет вашей энергетики хотел быть невъебенной ведьмой. Прям действовала, огнем работала. Понятно, огнем только ленивый сейчас не работает. Бремя, тяжелая ноша, страхи у человека. И что? Из-за этого в тупиках. Параллельно с этим этот человек вам делал тупики, запускал вашу работу, общение с людьми в вашей жизни в стагнацию. Чтобы вы любой проект, который бы не взяли сделать, чтобы он останавливался. Не шло продвижение, не получалось, вы забросили, плюнули и тому подобное. Плюс здесь переклад болезней своих был, потому что домогуилась уже до основательных бумерангов. Идем дальше. Крыса. Крыса. У крысы потери, она воровала ресурсы вашей души. А уж очень сильно ее ваши крупные сделки и суммы интересовали. В нищету вас сажала. А почему ты решила, что ты имеешь на это право? А я в грусти, в тоске, в печали, в скуке. Из-за чего? Выбор среди многих вариантов. Что? А у меня только расходы и расходы. А что, у тебя так хорошо, что ли, да? Здесь попытка выйти из нищенского состояния или на более выгодный по деньгам уровень за счет вас. По мальчикам тянет, а все никак не стану главной женщиной, хотя бы для одного, да?
Все какие-то препятствия. А нужен же мужчинка-то с баблом. На деньги подшаманила и бухать. Под лярвы. Сейчас, возможно, у человека уже не бухло, а таблеточки. Здесь человек против вас настраивал еще остальных персонажей. Что самое забавное, хотелось бы мне сказать всем остальным персонажам. Вы же понимаете, что как она вам за меня рассказывала, так же само и мне в свое время рассказывала за вас. И это факт. Идем дальше. Переходим сюда. С этой стороны чего? Застой пошел у тебя, да? Отсечь застой хотелось. И войти в свою силу. Из-за чего у тебя был застой? А ты в какой-то поездке, милая моя, в лабиринты загреблась. Поехала якобы ты очищаться, а забрела в лабиринты. Тебя, твое состояние энергетики можно сравнить на данный момент, знаешь, с кем? С человеком, который под опоями, под окормами и под приворотом. И так оно и есть на самом деле. Только делал это не мужчина. А вот оно. Тренировалась, видимо. На тебе проще. Знаешь почему? Потому что ты всегда на виду. Я уже не исключу даже этот вариант. Возможно, где-то я буду утрировать, а возможно, это и есть истина. И что? Тяжело. Тяжело быть женой, матерью, дочерью, сестрой. Вот здесь по этой карте хорошая фраза имеется. И как бы все достаточно пиздато, но все равно какая-то хуйня. Тяжело на душе, тяжело по факту. Как будто бы вот чего-то не хватает. Большие надежды возложены были на то, что встреча с определенными энергиями, да, здесь энергия, древняя сила, приведут тебя к переходу, к единорогам, к высокодуховным истинам, к стабильности, к плодородию. А я тогда-то тут была при чем? Аж интересно. Угу. То есть получается по факту с промытой-то башкой, да, с лапшой на ушах. Подумала. Ну, какие-то откровения получила, аж интересно. Откровение от рода, да? О том, что у тебя предопределенность кармы идет. За эгоизм, за кайфажорство. Сама что-то разрушила. Я же просто отошла от вас. Благодаря МС. Я ее кое о чем попросила. И сразу увидела реакцию. Вот этой. И для меня многое стало на свои места. Это было ровно... Да меньше, больше, уже чуть больше 2 лет назад. Вас до сих пор не попустило. Отчего же? Я же отошла от вас. Почему за счет меня? Вот лично ты.
Неужели так реально тебе промыли твою интуицию, в кавычках? Ну, понятно, за счет энергии тоже. Короче, впрягаемся, авось подфартит. Понятно. А как же там я умею на ментале работать, а какие же знания, а чё же, а как же, было бы неплохо бы узнать, чтобы себя прокачать. Можно здесь еще долго раскладывать эти все моменты на самом деле, ребята. Сейчас я немножечко поговорю, к чему это все. Что у нас так много человечков вышло? Аж странно. Вчера у меня вышел расклад на моем этом канале, где я смотрела, на самом деле этот расклад был в планах у меня еще более полугода назад, да еще до начала лета прошлого года. Смотрела я этот расклад на одного человека, которого я обучала. Человек, который сошел с дистанции по своим причинам, но в пространстве за счет того, что буквально там за несколько минут до начала трансляции, пока я делала настройки, мне пришли и сказали: сделай вот такое название ролику. Я сделала. И вот тут-то взорвало бидоны и всколыхнулись в пространстве два человека. В свое время и одного, и второго я считала лучшими своими подругами. И знаете, милые мои, смотреть на ваше состояние, на ваши ПДД, честно сказать, мне весело от того, во что вы превратились. И весело, и забавно, и в то же время печально. Печально, что я в вас видела намного более мудрых людей. Мне очень печально, что одна хорошо промыла голову второй и убедила тебя в том, что делала сама по отношению ко мне, но рассказывала, что как будто бы это я делаю. Это ваши дела. Вы сидите под подставными аккаунтами, две бабоньки, подставные аккаунты мужчин на моем одном и втором канале. И, кстати, вот ты, замечательная зачинщица, которая разосрала меня со второй, я тебе хочу сказать, что я прекрасно знаю, что это ты под фантомами моего бывшего тусуешься здесь. Что ты, именно и только ты из 1000 людей могла поставить дизлайк на мой оракул авторский. Потому что тебя очень запаяло то, что теперь ты отрезана от моих ресурсов, от моей энергии, от того, что ты крала, от того, что ты воровала, от того, что ты обзавидовалась уже до такой степени, что пошла просто на последнюю низость. Хотя мне кажется, что это далеко не последняя низость, куда ты опустишься. Хотя вот, понимаете, ты же на своих страницах пишешь, что ты участник битвы экстрасенсов, что ты мощнейшая ведьма. Почему же ты сидишь под подставными мужскими именами на моем канале, смотришь, вместо того, чтобы открыть свой и хоть что-то делать? Наверное, потому что в это все нужно вкладываться много. Да? По времени, по ресурсу. А зачем? Лучше ж бухнуть. Правда? Я прекрасно знала, что именно вы делаете то, что вы делаете. Одна пишет всякую белиберду от имени Хача, а вторая строит из себя просто-таки элегантную мадам. Ну, елки-палки. У меня один вопрос. А что вы тут делаете? Вот реально, что вы тут делаете?
Не получается идеи генерировать или что? В чем вообще затык? Вот вам маленький секрет. И мне абсолютно посрать, что вы там будете видеть в своих сраных раскладах. У меня нет ничего абсолютно, за что мне было бы стыдно, либо страшно по отношению к вам. Потому что я не нарушила кодекс. Я увидела, насколько вы гадкие, и ушла из общения с вами и с вам подобными людьми. Вот и все. Вот и все. Запаяла, да? Особенно одну, которая, начиная с 2003 года или с 2004, ты всем рассказывала мои анекдоты, выдавая за свои, мои мысли, ты восхищалась моей начитанностью. Ты выдавала свои идеи за мои. Мне стоит повернуть налево, ты тут же копируешь все. Все, абсолютно все. Я изучаю Уробороса, Йормургандра, ты делаешь себе татуировку. Это жесть, это просто жесть. А вторая, ты что, не видишь вообще вот этого? За вчерашние ПДД насчет бесятины, которыми ты пыталась меня настращать, как обычно по твоей схеме. Ну, что тебе сказать? В жопу я тебе их засунула. И засуну еще несколько раз. Если ты будешь лезть на мою территорию, на мое пространство, к моему ребенку протягивать свои лапы через место силы. Когда ты напала на меня в начале 2020 года, твоего же сына выставили щитом передо мной. Мне же на астрале это показали, я же тебе говорила об этом. Ты так и не поняла. Естественно, ты всем начала рассказывать, что я нападаю на твоего ребенка. Я даже боюсь представить, какую ересь ты несла, только из-за того, что тебя паяет, что у тебя нет доступа к моим ресурсам в полной мере, к моим идеям, к моим мыслям, к тем знаниям, которые я получаю. И вот, я выпускаю свой оракул, и у тебя начинается белка. Потому что я прекрасно знаю, что параллельно с этим ты падаешь в пропасть своих же скотских черномагических ритуалов в мою сторону. На почве всего этого, дамы и господа, могу вам прекрасно прорекламировать, как работают мои защиты, чистки. На каком уровне бесятся люди, которые очень плотненько любили сидеть на вашем ресурсе и выдавать все ваше за свое. И вот ты, несчастная, думаешь, что я в чем-то там виновата, что у тебя с мужиками не складывается. Нет, не льсти себе. Не льсти. Последние года абсолютно о тебе вспоминалось очень раз 5, наверное, от силы. И мне очень было смешно смотреть, когда сегодня я второй раз, кстати, за все время зашла на твой ТикТок-канал, где ты недели, не знаю сколько, я не смотрела, даже ни даты, ни сам ролик, ты обзываешь меня, того человека, который к тебе реально с открытой душой относился. Я тебе высказывала все, что мне было неугодно с твоей стороны, тебе не понравилось, управлять мною не получается. А вот второй ты научилась управлять. Ведь подсознательно ты ей мстишь. Мстишь за то, что тогда тот мужчина был и с ней. А она подсознательно чувствует чувство вины перед тобой. Она же психолог, неужели вы не разобрались в этом всем? Мне вот, например, это четко ясно. Так вот, я захожу к тебе на страницу ТикТок и вижу, что ты пишешь, что я лажу по твоим страницам. Несчастье, я могу тебя огорчить. Я на ТикТок последний раз заходила недели 3 или 4 назад. У меня автоматически выставлены ролики. И до этого я загрузила их на 2 недели вперед. Потом неделю их не было. И вот буквально вчера или позавчера я их закидала.
Я не заходила на твою страницу ТикТок. Только один раз, когда она ровно неделю появлялась у меня в поиске, выпрыгивала в рекомендациях. И когда я зашла и увидела, чем ты промышлять начала, в кого ты превратилась, как ты делаешь привороты, как ты просто яростно склоняешь людей ненавидеть, мстить. Единственное, что я сделала, я охуела. Очень сильно я о тебе из-за тебя и в отношении тебя разочаровывалась очень много лет назад. В 2020 году многое стало вот по полочкам прям легло, застелилось благодаря МС. Ты знаешь, о ком я говорю. Помимо этого, я тебе могу передать следующее. Ты попрала те каноны, которым она тебя обучала десятилетиями. И я сейчас говорю не о той МС, облик которой ты натянула на свои защиты, на своих бесов и подсылала в мое пространство. Кстати, у тебя их больше нет. Я тебя поздравляю. Я понимаю, что в твоей голове никогда не уложится тот факт, что я сильнее, мудрее тебя. И как мне и посоветовал мой духовный учитель, я всегда буду выше таких, как вы. Но при этом, если я захочу, я укрою вас матом. Вы хотите моих эмоций? Я вам вчера их дала, только по ритуалу. Тебя очень бесит, что я работаю с бесами, я понимаю. Понимаю, да, ты не первая, ты не единственная, представляешь? Еще помимо этого, почему я уверена, что ты мстишь той, которой ты лгала обо мне? Я прекрасно понимаю, что если бы мы поговорили, ты этого очень боишься. Я бы узнала много просто несуществующих фактов о себе, а она бы узнала много несуществующих фактов обо мне. И о себе также. Ведь мне ты одно в уши, а ей другое. И когда у тебя получилось нас разосрать, ты утвердилась в мнении того, что ты вершитель судеб или что, или это проканает. Кстати, по отношению второй, я тебе на ментальном плане на днях сказала, когда ты пришла и там выражалась, что ты будешь за первую мстить. Я тебе четко ответила. Делай, что хочешь. Ты для меня опустилась просто ниже некуда. Я тебя считала самым лучшим человеком в своей жизни. Я тебя считала самым чистым, осознанным и мудрым, мать твою. То, насколько я разочаровалась в тебе, это даже больше, чем мое разочарование в моем браке, блядь. Потому что я тебя искренне любила. И, девочки мои, я вам от чистого сердца желаю, чтобы таких, как я, подруг и людей в вашем окружении никогда не было. А у вас и не будет. И, о странно, как только я провела определенный ритуал, вы вскинулись. Вы до этого вскидывались, но мне нужно были более явные, что ли, аргументы, чтобы уделить вам внимание. И да, если я презираю мерзость, я не захожу к этой мерзости на Facebook странице, на TikTok странице, просто так. Мне некогда. Даже если будет время, я его потрачу не на вас. Это точно. Не льстите себе. На ваши страницы я заходила последний раз в 2020 году, чтобы заблокировать вас со своей новой страницы в Facebook. Вот и все. Вы два практика, могущие, под никами мужиков, блядь, сидите и пишете белиберду. Вы серьезно? Это ваш уровень детскости вот этой вот, юношеского максимализма или чего? Я понимаю, вы этим любили заниматься. Вы даже одному из моих мужчин писали специально. Думали, что мы разругаемся. В далеком каком-то 2008 было. Я прекрасно знаю, что это вы. Когда я у вас спросила, глядя в глаза, вы не-не-не-не-не-не-не, а больше некому. Неколки, больше некому. Больше некому, понимаете? Я бы еще много чего здесь озвучила. Да время людей тратить больше не хочу. Дальше будет расклад. Вот эти карты, которые вы видите перед собой, вот ты, звезда кардебалета.
Маг всех магуев, которая кидается на всех, на кого не лень, во всех видит, блядь, каких-то врагов, каких-то, я не знаю, атакующих тебя. Да кому ты нахрен нужна? Вот серьезно. Каждый мой расклад, в котором выстреливала о подругах, это было все о вас. То, как вы мне сделали больно, теперь больно вам. Вот и все. Просто через других людей. По поводу вот этой вот скачущей стрекозы, отдельная история. Просто отдельная история. Их много. Я тебе хочу сказать так. Это итоги ритуала, которые я посмотрела. Так как я узнала, вот давай отодвинем с тобой весь твой пиздеж в мою сторону между твоими подруженцами, с которыми ты, кстати, с каждой дружишь, только потому что каждая тебе чем-то выгодна. И давай вот так вот, тет-а-тетушки. И ты, и я знаем, насколько ты проебалась в магии. Ты просто в это поверить до сих пор не можешь, то, что я вижу это. Но я тебе хочу напомнить следующий факт. В очень далекие 2000-е года, когда мои расклады на обычных картах сбывались у вас на раз-два, вы еще и понятия не имели толкового о магии. Тоже забавно, если сопоставить. И если у второй были охуенные предпосылки, возможно, и будут. Хотя меня это уже не интересует. Для меня человек упал просто ниже плинтусной пыли. И я вас могу огорчить. За 2 года я ни разу не делала ритуалику против вас. Вот так вас выгребли только мои чистки. И защиты определенного уровня. Забавненько, как мир наебывает людей, как вселенная заставляет вас наклоняться и жрать ваше же дерьмо. Твоя зависть к тому, когда я вышла замуж. Ты же завидовала? Встречай таких же мужей, в кавычках, у себя в жизни. Ты завидуешь моим проектам, ты мне их перекрываешь? Попробуешь выстроить сама, пройдешь мой путь с самого начала. Я посмотрю, как у тебя и через сколько получится, когда на твоем пути будут попадаться такие же, как ты. Каждый раз, когда ты меня предавала, тебе тут же вселенная отдавала щелбан по лбу. Похую. 0 эмоций. Как же мы признаем свою безалаберность? Так что можете и дальше думать, что я вам что-то делаю, девочки мои хорошие. Мне похую. Я иду своим путем, а то, что будет происходить с вами, благодарите лишь себя. И то, с какими мыслями, помыслами вы бегали на места силы, на кладбище, на погосты, с тем, что вы творили. Вот как-то так. Ну а всех своих подписчиков я благодарю. Благодарю вас в первую очередь за ваши комментарии, за ваши искренние отзывы, потому что каждый ваш отзыв о том, насколько я вам помогаю, просто бесил вот эту мою подруженцию. И добесилась она до того, что просто вскинулась, как дохлая рыба в мутном аквариуме. Человек, на знание которой я в свое время равнялась. Человек, которому я искренне завидовала, когда у тебя была жопа. И проходила потом она. Понимаешь? Я по-хорошему завидовала, что ты выруливаешь.
И что самое печальное, для тебя это ни хера не стоило. Ты это продавала даже тогда, когда мы с тобой еще общались. Ты продавала мое искреннее отношение к тебе. Ты лишь пользовалась моими знаниями, чтобы выдавать их за свои, казаться умнее. Это было, блядь, с самого начала, самой первой нашей гребаной встречи. Ведь до этого момента ты считала, что ты очень уникальная и сверхъестественная вумен. Да. Я прекрасно помню, как косила твою морду каждый раз, когда кто-то меня хвалил, кто-то мной восхищался. Я прекрасно видела твое лицо, когда я тебе показала фотографию того, блядь, неважно уже даже кого, из-за границы. Как тебя перекосило из-за того, что это не у тебя. Да. На самом деле много чего можно было бы еще рассказать. Я тебе хочу сказать так. МС я вижу на определенных планах, тебе туда доступ закрыт, поэтому все то, что ты пытаешься облачить в ее физическую оболочку, в этот фантом, ну, что мне сказать, ну... Я еще летом прошлого года, после того, как ты этого проделать, ты кое-что другое проделать попыталась. Я поняла, что пределу твоей низости не будет никогда. Я не думала, что ты до такого опустишься, но, видимо, жизнь гнет, однако. Человек, который предлагает, ну, позиционирует себя магом, практиком, предлагает услуги людям, в свое время, в 2019 году, мне сказал в открытую: да, сейчас повылазит всякая-то шушера, якобы маги, якобы знающие. Это позиция человека к общим массам людей, то есть я изначально выше вас. Я изначально знаю больше, чем вы. Я уже тогда смотрела на тебя и думала, что ты прикалываешься просто. А потом нет, я увидела, насколько тебя выворачивает. С каждым годом все хуже, хуже. Ты брала ресурсы для своего брата. Ты даже затянула руки в энергии моего ребенка. Вас даже на местах силы вы сделали ритуал, вы тут же получили пиздюлей, не выходя оттуда. И вы ни хера не делаете выводов, что ваши нападения в мою сторону не санкционированы. Ну, раз так, раз вы вот так решили, ну, пожалуйста. Время жизни-то вашей вы просираете по собственному велению. Результаты. Невозможность искупления перед предками, маг-манипулятор, лжец, она же темная императрица, которая на данном этапе, да, уже давно просто вампирит любого человека в своем пространстве. По дьяволу, искажает при этом истины, и уже у тебя фальшивый дар. Так вот о чем я про МС. Она мне много чего показала, и все чаще мы с ней молчим. Я задаю ей только один вопрос в сторону вас двоих. Какого хуя с вами произошло? Хотя она мне дала подсказку еще в 19-м, перед тем, как я вам позвонила. Сейчас многое поменялось. И теперь я понимаю, в какую сторону. Почему я уверена, что ты мстишь той, с которой ты меня рассорила? Да потому что это ж она не знает. Как ты, когда у вас был общий фотоконкурс, спрашивала у меня с надеждой, что я тебе скажу, что ты самая обаятельная и привлекательная. Ты спрашивала, почему же ее фотографирует фотограф чаще, чем меня? Почему же ее чаще, чем меня? Да потому что она красивее. Это объективное мнение любого человека. Вас рядом поставь, любой тебе скажет. Кстати, я встретила таксиста, который вас отвозил. Я цитирую, одна красивая, вторая страшная. С пакетами ехали. Представляете? Как забавно работает пространство. Так вот, это одна позиция.
Вторая позиция, когда ты все выведывала у меня. А как ты думаешь, вот правда она похудела и постарела? Постарела же на лицо. Ты никогда не будешь красивее ее. Потому что у нее внутренняя красота, а у тебя вот то, что есть. Работай с тем, что имеешь. Ну, это так. Пища для размышлений, если там еще есть чем размышлять второму персонажу. И да, расчет у тебя был очень элементарный, что я начну на тебя нападать, что ты спровоцируешь меня. Нет, милая моя, я буду делать дальше то, что я делала, потому что я знаю, что чем больших высот я добиваюсь, тем больше у тебя пены изо рта, тем больше ты сама себя сжираешь из своей зависти. И это факт. Вот такой вот у нас сегодня, ребятки, прямой эфир. Я говорю тебе это в открытую. Я не сижу на твоих страницах убогих под левыми никами. Я не тычу дизлайки на каждый твой ролик. Тыкала дизлайки. Я тебя благодарю. У меня за последние дни, благодаря твоему бешенству, за каждый день больше 100 подписчиков. Благодаря твоим дизлайкам в том числе. Каждый раз, когда ты на меня нападала, ты отдавала часть своих знаний. И кстати, этот оракул свой авторский я сделала только благодаря твоей зависти. Ты мне сама подкинула идею. И еще помимо этого всего, вот тоже именно благодаря тебе я вышла из-под влияния христианского эгрегора и всех остальных одним махом. Представляете уровень зависти человека? Я уже и думать о вас забыла, а ты, бедолага, после моего ритуала позвонила и молчала в трубочку. Бесики пригнали, да? Ну, бывает. Что ж сделаешь? Бывает. Я знаю, что тебя бесит, ты в курсе, что тебе отлетает. Ты знаешь, что это за меня. Ты знаешь, что это за твои действия против меня. Но кому же ты признаешься? Тебе ведь нужно держать марку, что это я такая погонь, а ты святая. Твою святость, в кавычках, по вот этим всем картам, теперь увидит каждый, кому ты обо мне лгала. А ты знаешь, что ты лгала просто годами, блядь, десятилетиями. Не знаю, в чем твоя предъява с самого начала была. Да мне уже и посрать, честно сказать. Просто насрано. Я искренне тебе благодарна за ту помощь, когда нам с ребенком нечего было есть, и ты мне помогала. Я прекрасно помню, когда тебе с ребенком нечего было есть, и я вам отдавала борщи, овощи, фрукты. Я все это помню. И хорошего тоже помню. И я тебе благодарна за то, что ты так меня разочаровала. Потому что на твоем примере я изучила очень многого из потустороннего мира. Но на этом моя благодарность, собственно говоря, и заканчивается. Кроме презрения в твою сторону у меня нет ничего. И твои провокации гнилые оставь, пожалуйста, для своего зеркала. Будешь провоцировать? Ну, провоцируй. Натыкайся на защиты, глотай кактусы, жри их, ной, плачь. Дальше. У тебя все, дар закрыт. Один человек на тебя потратил десятилетия, чтобы вложить в тебя эти знания. Ты их попрала просто-напросто. Как она мне сказала, не повтори моих ошибок. Поэтому я и не всех беру на чистки, на обучение. Понимаешь? Да. Печально периодически от того, во что ты превратилась. А печально от того, что я знаю, чем могло бы это обернуться для каждого во благо из нас троих. Но это уже не важно. Осознанным добра этого мира, ребят, не переключайтесь.
Дальше прямой эфир. Хочу посмотреть, что отлетело после того, как ко мне вчера бесятинку подогнали. Комментарии почитаю потом, чтоб надолго вас в ночь не запускать.